предстоит суд, вернее, завершающий процесс бракоразводного процесса между мной и бывшим мужем Вивианом Адольфусом Миллером. И в связи с этим цель сегодняшнего сеанса – это убрать всю внутреннюю магию, причины внутреннего самосаботажа для того, чтобы без промедления суд присылает бумаги для мирного соглашения. Затем Вивиан подписывает эту форму без промедлений и с радостью. Затем суд автоматически признает процесс завершенным, поскольку обе стороны подписали мирное соглашение. Алло, а можно я ущемлюсь сразу? Да, что-то я с аспектов начала, да? Нет, я про то, что нельзя на другого человека влиять, что он должен сделать. А, Да. И все, ага, первое, все. ну, вот как тебе, если свой запрос, чтобы суд разрешился наилучшим для тебя образ, тебе во благо. Потому что на Ага. самом деле мы-то четко, точно и не знаем, как оно должно быть, чтобы оно прям привело тебя к какому-то классному результату, куда ты хочешь. Поэтому прям навязывать, вот что мне надо вот так, вот ты ставишь ограничения как бы Вселенной, понимаешь, дать тебе наилучшее, вариант. Поэтому как бы не ограничивай ни себя, ни Вселенную. Просто Да, скажи, что я кстати. хочу, чтобы суд разрешился наилучшим для меня образом, во благо мне, по фонам живой Вселенной. И все, и доверься, что оно должно, такое решение примется, как оно должно быть именно тебе во благо, понимаешь? И не говорить, что там кто-то должен мне, кто-то чего-то там, прям муж так и так. Это навязывание Все, тогда я не буду на это смотреть, я так скажу. Цель моего сегодняшнего сеанса – это подписать мирное соглашение между мной и моим бывшим мужем, его зовут Вивиан Адольфус Милля. И поскольку предстоит суд, вернее, завершающий процесс этого бракоразводного процесса, основная цель моего сеанса… Можно я еще раз? Да, что, опять что-то? Просто говоришь, что вот ты почему-то зациклена, что надо подписать мировое соглашение. А вдруг наилучший результат нет, понимаешь? А ты именно зациклена, и ты такое впечатление, что, знаешь, ты подошла к стенке и начинаешь ее бить, потому что мне туда надо. И при этом не видишь, что рядом арка есть, там, где просто можно пройти. Это ж так А легко ты и вот просто. бьешься Действительно. в это мировое соглашение, вот и все. Все, я поняла. Может быть, смотри, возможно, просто тебе надо, чтобы суд закончился наилучшим для тебя образом. Да. Первое. А второе, это все-таки проявить и посмотреть, на чем еще держится твой бывший муж, да, он чему-то ж не хочет тебя отпустить. Да, эти программы вот эти, это, скорее всего, привязки. ты чем-то его держишь, да, какая-то есть зацепка, какая-то есть программа, какие-то там… Это у меня есть вторая часть, я там записала. Все, я поняла. Следи за тем, чтобы не ограничивать свой путь, понимаешь? Ты можешь просто Вселенной дать запрос, чего ты хочешь. Вот как ты хочешь жить, да, как ты хочешь себя чувствовать, там это, и все. И просто доверься, что она тебя будет вести самым гармоничным, самым благостным для тебя путем. И не факт, что это именно тот путь, который ты себе приметил. Для меня важно убрать всю внутреннюю магию и причины внутреннего самосаботажа для того, чтобы это произошло самым наилучшим образом. Далее, для того, чтобы очиститься от связи с мужем. И для меня важно эти связи проработать и разорвать полностью. И для того, чтобы разорвать все привязки к бывшему мужу, освободить мое генетическое тело от его негативных программ, и чтобы отсутствие этих негативных программ дало возможность встретиться с моим мужчиной, с моим принцем. Цель сегодняшнего сеанса, который я озвучила, и для меня она очень важна, потому что когда я наполнюсь этой энергией
самости, и когда я верну свою силу, растраченную на этот мир, я смогу идти далее альфа-путь. Альфа-путь для меня– это когда моя вечная душа хочет развиваться и самосовершенствоваться. Для того, чтобы из воплощения в воплощение становиться все чище и лучше. И альфа-путь– это когда я иду и живу жизнью самой гармоничной, и где я могу позволить все самое себе лучшее. Это когда сознание, подсознание и душа все вместе заодно. Я приступаю к аспектам. Первый аспект. Адвокат. Его зовут Амжад Али. Потеряв интерес к моему делу незавершенному и порой допуская ошибки в своих обязанностях, завалил меня счетами. В альфе-состоянии я пригласила его, поскольку на физическом плане он отказывается со мной говорить, и попросила его подождать с оплатой. А он указал на большой камень серый. И хочу посмотреть на эфирном плане, что это за глыба камень, которая вот прям стояла, на которую он указал. Алло, а не хочешь посмотреть, почему ты выбрала себе такого адвоката? А это второй аспект. Ага, да, вот второй аспект. После судебного процесса, который прошел месяц назад, где я представляла свои интересы, я осознала, что ответственность за ведение моего дела лежала на мне. Однако я решила переложить эту ответственность на другого, выбрав именно Амжада Али. Вот. И я заменяю это решение на то есть на ситуацию, где я сама представляю свои интересы, самостоятельно подготавливаю документы и тем самым сэкономив деньги и время. Вот. Все, я это уже с ним и так думаю, почему именно на него? В чем тут он? Это я же сама. Это же моя ответственность. Далее. Я осознаю, что Вивиан притянулся на мои программы, которые уже во мне были. Они состыковались с программами Вивиана, и я сейчас эти связи разрываю. Это связано с случаем, который произошел, это связано со случаем, когда я его впервые встретила. Вот когда я его впервые встретила, нас познакомил Фиц Джафару. Это предыдущий муж до Вивиана. Они были друзьями. Вот. И мы почему-то обнялись. А перед встречей я очень волновалась. Вот перед его приходом. Вот Фиц мне сказал, вот сейчас Вивиан придет. И я почему-то так взволновалась, у меня такое, думаю, чего я так волнуюсь? У него и подруга есть, у меня вот Фиц есть, чего я так волнуюсь? Потом мы встретились, почему-то мы обнялись. Обычно не принято обниматься мужчине и женщине, то есть когда вот они встречаются. А и мы вот обнялись так еще крепко, так еще задержались. То есть, да, и этот начал даже немножко ревновать нас потом. И затем, когда вот я его обняла, я помню, я почувствовала, вот это чувство я помню, что я почувствовала, что давно его очень знаю. И вот с того момента я тоже заметила, что нас влекло друг к другу. Вот это было. Вот. Затем, это следующий аспект. Когда я позвонила впервые за 5 лет и поговорила с Вивианом, то мне захотелось плакать. Почему так? Хочу заменить эти эмоции, эти ощущения, то есть эти эмоции на ощущение благодарности за пройденный опыт, на ощущение мира и самоуважения при разговоре с ним в будущем и при встрече с ним. То есть я хочу, чтобы у нас такие воспоминания остались друг о друге. С чувством благодарности и самоуважения друг к другу. К себе и друг к другу. Вот, дальше.
Хочу отпустить ситуации, где я воевала, где я мстила мужу. Например, была ситуация, где я специально спрятала ключи от машины. Ну, вредничала. Вот это, конечно, смешно и глупо, по-детски, но я хочу заменить эти ситуации на мир и любовь. Отменяю все ситуации, где связаны с плохими воспоминаниями о борьбе с Вивианом. И хочу заменить на настоящее, где я живу жизнью полной любви, мира и гармонии. Еще один аспект вот выплыл буквально вчера. Поскольку Вивиан был связан с криминальным миром, то есть у него бизнес был связан такой нелегальный бизнес, и я всячески помогала ему в этом его бизнесе. И сейчас я хочу отменить забор моего потенциала и забирать свои энергии с воровских общаков, там, которые многие мной подпитывались. И даже я поняла, что вот у нас были раздоры, именно только тогда возникали, когда я отказывалась ему помогать в его бизнесе. И когда я ему заявила прямо, что мне это, я не хочу идти на такой компромисс, мне это чуждо, мне это противоестественно заниматься этим, я этого не хочу, у меня другая цель, то тут же я поняла, такое охлаждение пошло. То есть он тут же начал меня как бы выгонять. То есть с этого-то все и началось. Потому что у нас были другие цели, другие какие-то планы на будущее. А тут, поскольку он понял, что я не пойду на это, я не собираюсь, он даже хотел мне его бизнес передать. И он понял, что у меня совсем другие планы. И после этого он сразу охладел ко мне. Вот с этого-то все и началось. Далее. Видела сон, где Дэмиан Грин, это мой бывший бойфренд, хочет совершить со мной половой акт. Проснувшись, я попросила свое подсознание, дорогое, объяснить более подробно увиденный сон, и оно показало опять то же самое, только у мужчины менялись лица, и они не могли совершить акт. Проснувшись, находясь в альфа-состоянии, я увидела кодлу мертвых программ в виде дерева засохшего. Хочу заменить эту ситуацию на то, что я проснулась, и как только я проснулась, я посылаю директиву подсознанию для разбора сна. И сразу же я благодарю себя и мне, дорогое подсознание, за то, что показало мне то, над чем нужно потрудиться. И я повторяю моему подсознанию, что моя цель – это гармония, спокойствие, мир. И где складывалось все таким образом для меня, где я окружена родственными душами, и где мы друг другу помогаем и поддерживаем. И что я не обязана больше далее терпеть эти родовые негативные программы. И что я делаю выбор – это гармония, спокойствие, мир и богатство. Вот. Далее был еще один сон, но это был самый такой первый сон после суда, где во сне я оставила одного сына в доме, а сама уехала с бывшим мужем по его делам. По приезду его семья приехала тоже, и я прячусь вместе с сыном под одеялом в коридоре, пока он их не отпустит, осознавая, что это жестоко оставлять сына одного дома. На удивление его родных тетя Галия появилась и решила печь растопить. Тетя Галия опять появилась. Она делала обрезание сына без моего на того согласия почему-то. Вот. Я хочу этот сон весь полностью. То есть я хочу понять, что мое подсознание хотело мне передать через этот сон. Хотя прошло уже время, и я уже догадываюсь, я уже осознаю, что этот сон связан с тем, чтобы я перестала воевать, то есть проявлять какую-то агрессию на бытовом уровне. То есть если этот сон я уже, то есть
он уже проявился, то есть если он уже проработан, это, конечно, было бы здорово. Если что-то еще осталось, связанное с непроработанной вот этой внутренней магией, то есть хотелось бы все это удалить из моего пространства вообще. Все, мало аспектов опять. Имя сына. М? Имя сына. Аблайхан. Аблай. Он хочет имя поменять наконец. Имя такое, не понятно. Аблай. Аблайхан. Ну, пока он Аблайхан. Алло, скажи, какой наилучший результат нашего сеанса? Ах, наилучший результат это когда я чувствую, когда я получила, это, ну, вот я так вижу первое, вот, это такое облегчение, чувство вот это внутреннее, вот этого мир, вот это мир внутри меня, мир окружает меня повсюду, такая свобода, такая легкость. И что действительно, что я, например, теперь могу заниматься тем, что я хочу, что меня вот это отпустило, то, что вот оно мне как-то вот еще держит, не дает мне заниматься своим делом. Я знаю, что мне чем надо заняться, а оно мне вот держит. И чтобы все вот этот самосаботаж, чтобы он ушел. Это наилучшим образом, это когда нет возможности почвы для создания блоков или программы. То есть сознание, подсознание и душа, оно все вместе, все Это из заодно. этой поговорки. Если вы проснулись и у вас ничего не болит, значит вы умерли. Да, я вспомню. Человек не может жить без программ, потому что Гора. нами управляют программы. Дело не в Но этом. я имею в виду негативных программ, которые мне мешают мне достичь моего вот этого благосостояния, моей цели заниматься своим делом. И где я наконец-то получила эту декринаса, вот такая бумага, которая говорит, что процесс бракоразводный завершился. Все, нема. Нет его. Вот. И где я вот, и где я вот, и где я действительно иду вот этим своим альфа-путем. То есть вот. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да? На счет 3 найди эфирное тело Алоа. Алоа. 1, 2, 3. Я ее вижу энергосфера, которая ярко вспыхивает такими лучиками, а потом затухает. А, Считывается, я подумала, почему? Считывается, Мгм. что не может собраться вместе как бы на долгое время. И к правой стороне здесь такое, как какая-то считывается перемычка, как бублик такой черный. И такой шлейф какой-то раздутый пошел в сектор магии. Считывается магический воровской общак. И там почему-то вот в этом шлейфе раздутом такая сковородка. Вот. Там много Мгм. каких-то вещей, но самое важное вот эта сковорода. Мгм. Считывается печь несчастья. Считывается в этой сковороде. Мгм. И в секторе магии находится как провал какой-то. Считывается. Имя звучит Мгм. Вивьян или Мгм. Вивьен, ну как-то вот так. Мгм. Муж преступник. Какой-то Мгм. командос, что-то на испанский манер.
Мгм. И такие энергии, как будто бы переворачиваются предметы то одной, то другой стороной, то такой блестящий, то черный. И тоже от него пошла подключка вниз, а в секторе интерферентов я вижу душа, часть души Алуа, которая стоит на коленях, вся в цепях, а, ну, как собачка на руках и на коленях сидит. И вот так вот цепи такие огромные, и только светится голова. Мгм. И почему-то как будто бы хвост тоже сияющий. Такая Мгм. энергия, вот как хвост. Мгм. Сияет так же, как и голова. Так, хорошо. Отсоединись пока что от этого всего и вернись к эфирному телу Алоа. Да, Считай ее эфирная ДНК, Алоа ли это. это Алуа. У нее вот здесь, где седьмая чакра, такое Мгм. окошко. То есть идет какое-то разделение. То есть ее эфирное тело как будто бы как матрешка, один в другом. И вот один слой здесь, она такая выглядывает, какая-то черная, как форточка такая. И она вот так открыла ее и раз заглянула. И я вижу, что ее глаза, а, считывается это как казуальный аспект, связан с сектором интерферентов. Она еще внутри, там еще пока один кокон, почему-то считывается, что она сидит, ждет. И она вот так вот сидит, считывается, вижу, как в тюремной камере. И я вижу, она вот так ждет, считывается приговора судьбы. Мгм. Вот. Да, это она. Спроси у нее разрешения потрудиться с ней и для нее. Да, сейчас прозвучало, что Алуа находится под цепями агрессора, и это как раз и есть причина ее. Там было следствие, я слышу, и это причина того судебного разбирательства, которое есть сейчас. Я спрашиваю, да, она разрешает, говорит громко, да, говорит, что ей нужно разорвать цепи небытия ее сознания, чтобы выпустить на волю птичку, говорит. Эта птичка– это метафора божественной души, реактора, я слышу, реактора судьбы счастья. Мгм. Да. И там есть контракт, эта птичка подлетает, я вижу эти варианты развития событий, она подлетает как к определенной точке, ударяется, это в секторе контрактов на уровне колен. Мгм. Да. И считывается, что Алуа очень сильно, считывается, долго и сильно прятала свой основной контракт судьбы. Мгм. Это ты его сейчас увидела? Да. Как Мгм. камень такой, выглядит как серый камень. Мгм. Так. Тогда, ну, скажи, Алло, полностью проявить этот контракт. И всем сторонам этого контракта пусть прикажет проявиться. Она берет и перелистывает, как книгу, этот контракт, и Так. вырывает один лист, и, как бы в рот кому-то запихивает, вот там, где она сидит, и говорит, ешь, проклятый муж. И через этот хвост эта энергия пошла и нашла в секторе магии эм, дух колдуна. Вот этот Вивьен, такой маленький, считывается
ничтожный человек, а за ним стоит дух, считывается узурпатор человеческих душ, такой дух, ну, такой даже не грозный, он огромный, а как какой-то тусклый, грустный, какая-то безысходность в его энергии считывается. Так, И вот этот приказывает узурпатор, ему отвечать, кто он такой, этот дух. он говорит, узурпирует. что он дал Алуа способы к жизни, ам, способы выживания в анархической, говорит, династии власти Кремля. Так, а почему это он дает Аллах способы выживания? Но он предлагает. Мгм. Когда он появился в пространстве Аллах, что произошло на физическом плане в этот момент? Я вижу какого-то человека, и золота много, и слышу, отобрали добро. Считывается как какой-то предок, дед какой-то или прадед, Мгм. и много золота, и вижу такой золотой мешок, и такой, как кувшин, ну, в котором молоко запаривают. Золотой тоже. Мгм. Среди этих вещей золотых и считывается династия Тамерлана, Мгм. упадок династии Тамерлана, разграбление династии Тамерлана. Мгм. Я вижу, что это договор между ее предком, Так. то есть вот этот Тамерлан какой-то, он как бы ее воплотился в ее каком-то прадеде на физике. И эти родовые Мгм. программы. Потеря контроля над родом. Так, договор между Тамерланом и кем? Я слышу, вот этим духом, он еще называется дух пророчества, судьбы. Мгм. Посмотри, каковы условия этого контракта. Он говорит, отдать мою дочь в рабство. И вижу эту фигуру, как Алуа, которая сидит как собачка, там вся обмотанная огромными цепями по шее, вот так вот, только голова сияет. Мгм. А хвост как-то как бы оторвался вот этот, и в этом хвосте считывается Вивьен, и вижу там, как будто бы он пальцы слюнявит и пересчитывает деньги. То есть эта Мгм. накладка идет родовых проклятий на уже на контракты собственные души. Мгм. Так. Вернись к этому родовому контракту. Каковы его еще условия? Посмотри. Я вижу, что со стороны интерферентов появляется такой, считывается краб, но я вижу, он выглядит пока как спрут. Мгм. Осчитывается краб, Так, кто он смертоносный такой? вирус, я слышу. Смертоносный вирус предательства себя, вот этот краб. Мгм. Инфекция века, Так. какого-то века, инфекция века. Что это такое? Что за инфекция? Ам, Там я вижу, появляется такая красная звезда, и идет как разоблачение богатства, разоружение оруженосцев.
Так, и как это связано с родом Аллах? Это считывается как последняя капля в роду Тамерлана. Так, последняя капля чего? Достоинство. Алуа считывается вот эта сияющая голова. Ну, Алуа, которая там находится, как достоинство звучит. Мгм. Достоинство рода Тамерлана. Также считывается как последняя надежда на исцеление рода, системы воспламенения рода. И вот я вижу эти искорки, которые Мгм. закружились вокруг Алуа. Так, что это за искорки? Это считывается воспламенение рода. Я вижу, что она вот так сидит. Это похоже, как эта египетская статуя, вот этот сфинкс. А, Мгм. а вокруг нее, вот так вокруг шеи, там, где вот это цепи такие огромные, оно закружилось. Эти искорки, они считываются предки, генетическая память. То есть это Мгм. исцеление предков через их представителя. Она сейчас в роду как считывается последний представитель рода Мгм. Тамерлана. Вернись к этому договору родовому. Да. Посмотри, есть ли там еще условия, на что согласился. А вот этот Этот Тамерлан, Тамерлан. у него Мгм. такая, как золотая посудина, как, ну, как ковш такой с ручкой, золотой. И он, вижу, берет и как будто бы что-то э, зачерпнул черного в секторе интерферентов. Считывается, что как бы зачерпнул, оторвал кусок дьявола. Я вижу, кто-то появляется в роду в секторе магии. А он, когда это сделал, то заложился вот так, он как бы такой страх. Он осознал эту ошибку. И я сейчас вижу в секторе магии что-то, кто-то проявляется. Так, кто Считывается проявляется? эта женщина, колдовская династия по Мгм. материнской линии. И вижу там, считывается как мать, мать Тамерлана. Мгм. Так. Вернись снова к этому договору. Я вижу, Посмотри. сейчас, одну секундочку, там Мгм. почему-то идет аналогия с моим этим сном. И я вижу, Так. что вот эта мать Тамерлана, у нее как же это называется у женщин? Клитор. Он как-то Мгм. отделяется от нее и идет в сектор принятия решений, там, где предательство себя. Так, что это такое? Там Что это за считывается, что процесс? она отдала сыну, типа Тамерлан, он такой взрослый мужчина, отдала Мгм. сыну приказ, говорит, какой-то Какой приказ. приказ? Какой приказ она отдала сыну? Ага. Читай. Говорит, воспламенить пламя вражды между родом Тамерлана и говорит родом, и показывает это Люцифера. Мгм. Зачем она такой приказ отдала сыну? То есть это материнский. Спасение. Я сейчас ее спрошу, зачем. Она говорит, что ей нужен, а, звучит по-украински, маєток, палац, а, Мгм. сарай, ну, дворец. Мгм. А, но говорит вот так, показывает, я вижу такой красивый дворец, как будто бы с минаретами, с такими, восточный,
очень красивый. Почему-то идет Душанбе. Мгм. И за этим дворцом стоит вот этот дух, считывается пакостник, который стоял у Алуа там возле Так, Вивьена. как этот дух связан с этим дворцом? Ну, я вижу опять вот это как пересчитывание денег. А я слышу забрать чужое, украсть М. чужое. Мгм. То есть это приказ этой матери Тамерлана был как раз про то, чтобы украсть что-то чужое? Да, М. к сожалению, я вообще в истории никак. Мгм. Но я вижу, что это связано с городом Душанбе. Мгм. А вот и И с как это какими-то, я слышу, ограбление города. так, и как это повлияло на род Алуа? Я слышу, она должна отдать. Что она должна отдать? Это как бы кармическое. Это должна отдать, я слышу, Душанбе. Мгм. А на физическом плане что Алуа должна отдать, чтобы это закрыть всё это кармический узел этот Да, развязать? это долг, кармический долг. Мгм. А сейчас я вижу как суд, прямо современный. Мгм. Слышу, суд идет, и по этому родовому контракту так стукнул одновременно и молоточком, и как будто бы указка это такая, то есть учитель жизненный, да, карма. Мгм. А, И почему-то этот судья в таком парике странном, ну, черная мантия и какой-то белый смешной парик кудрявый. Мгм. И Алуа стоит. И судья говорит приговор Алуа Мгм. отдать через Вивьена. То есть говорит отдать Вивьену и говорит Душанбе. Мгм. Так, хорошо, отсоединись от этого Да. и вернись к родовому договору. Посмотри, есть ли там еще какие-то условия этого договора. Я слышу дочь моя, Алуа, Мгм. представитель рода. Так. Также слышу, идет там Всевышний контракт, освобождение рода. И вижу, что Алуа, у нее, знаешь, руки и ноги все сплетены с этими огромными цепями, и у нее свободно только голова, рот и зубы. И я вижу, как она своим ртом оборачивается и срывает эти цепи. И она считывается последний представитель рода Тамерлана, дочь Тамерлана, Мгм. считывается, должна прекратить вот эту вражду, агрессию Так, между этими двумя родами. так. Между какими двумя родами она должна прекратить агрессию? Этот Тамерлан показывает вот этот золотой, а, а, ну, идет по-украински, горщик, ну, типа как, ам, а, загорнути. Ну, как это, черпак этот, Завернуть. золотая эта Мгм. штучка. М. Вот. Между, я слышу, силой рода, Мгм. божественным началом и духом презрения к человеческой душе, к этому люциферианскому духу. И он сильно уменьшился. Этот кувшин сильно увеличился в руках Тамерлана. И на дне этого сосуда
ну, этого вот черпака, Мгм. такой сверточек. Тамерлан берет, разворачивает Так. и вот так разворачивает и посматривает то на этого духа, то на Алуа, которая там застыла в этом. Сейчас бы посмотреть, при чем тут Алуа до решения. А он говорит, она была в чреслах моих, она была в чреслах моих, то есть ее даже, возможно, в том воплощении и не было, но это передалось по родовой памяти. Он говорит, что она была в чреслах моих и очень Так. нежно к ней говорит. Говорит, единственная моя разумная дочь. Говорит, обвела кругом пальца демона власти над душой. Говорит, она выиграла суд с самим сатаной. Так. А когда Алуа обвела его вокруг пальца, что произошло в этот момент на физическом плане? Я слышу, она записалась на консультацию к Виктории, и вижу, как она пишет мне письмо на почту первый раз, и я читаю ее письмо. Мгм. Вот и Тараса вижу, она пришла вот впервые тогда на сеанс. Она говорит, что выбрала меня. Говорит, Мгм. что выбрала меня, мою сестру по духу рода. Хорошо. Видит ли Алуа этот договор между Тамерланом и этим антимиром? Все его условия, Она эту говорит вражду? громко, я вижу, я Мгм. понимаю, о чем ты говоришь. И в этот момент она, вот это считывается другая реальность, то, что я говорила, что она разделена на такие реальности, и вот это окошко берет, этот Мгм. портал, Так. вот, и у нее из глаз в этот момент такое сияние вокруг пошло. Так. Что это такое за А, сияние? И сейчас я посмотрю, потому что это какая-то программа. Она выглядит как такие плоские какие-то тарелочки, а вокруг такое оружие из золота сделано. Как будто винтовки такие длинные. И я Мгм. вижу, считывается коммунистическое нашествие. Я вижу у нее сильную привязку к, я слышу, разоружению рода Тамерлана. А разоружение – это, я слышу, потеря памяти, русификация насильственная и потеря родовых контактов с контрактами. Потеря Мгм. родовой памяти, утрата генетического материала для будущих поколений. И вижу, что на этом завязано то, что отобрали ее дочерей. То есть Мгм. это как подсказки, что Так. якобы она не заслуживает на продолжение рода. И вижу вот эти Мгм. штыки этих красноармейцев, этих предателей рода человеческого, которые как бы штыками колют кого-то. И я вижу, Так. что они Кого? колют этот сосуд, я слышу, богатства рода Тамерлана. Вот этот золотой сосуд. А Мгм. вместо этого появляется вот эта черная сковорода, воровской, считывается сейчас, воровской демонический союз, и считывается, что он связан с крестоносцами, победившие, эти крестоносцы, которые победили царя разума.
и вижу в секторе интерферентов, как лицо нашего а, Евгения, Так. царь Византии. То есть я вижу, что это один и тот же клан, который как бы Мгм. кочует по времени. А, Клан смерти, дух безвременья, вот этот, который гнусный такой, грустный стоял. Мгм. Так. Видит ли сейчас все это Алан? Этот договор а, родовой, как он Она навел на говорит, позицию ее род? я вижу, Так. и говорит также, то есть она говорит, я спокойна. И я вижу, как она эти накладки на глазах, то есть эти родовые контракты, которые мешали ей жить ее Мгм. собственной жизнью, она перемещает их, как в сектор магии, и появляется опять мать Тамерлана. Мгм. Так. Алла А, как представитель своего рода, как И вот я бы, вижу разгадку этого моего сна. так. А, Я вижу, что на самом деле это это программа, которая а, работала и во мне. Я слышу, это сонастройка, потому что мы как духовные родственные души, Мгм. и мы как бы идем друг навстречу другу. Я всегда это чувствую и знаю, что я готовлюсь очень сильно к сеансам, чтобы быть готовой помочь расторгнуть все контракты. Мгм. И я вижу, что вот этот как бы клитор, да, этой женщины, это символ насильственных программ, которые передаются по женской линии. Это насилие над волей мужчины. Взять Мгм. контроль над силой, над мужским началом. И я вижу, как эти такие штуки, вот как тарелочки с такими с ружьями такими. И они вот так Мгм. складываются, эти ружья. И эта мать, ну, имя Шло какое-то, но мне трудно его Мгм. повторить как-то там, ну, не Урсула, ну, как-то похоже. Эм, Мгм. Короче, они свертываются, идут ей туда, в эту чакру, и уходят. Так. А она так вздохнула, мать Тамерлана, так Мгм. вздохнула и говорит, девочка моя, ты освободила меня. И улетает ее часть души, которая завязана была в этом контракте, Мгм. освобождается. А от Алуа вот такая черная штука с правой стороны, такая пум, как будто бы вот это яйцо, в котором она стояла, вот так Мгм. раскрылось. И эта Мгм. черная штука считывается пагода почему-то. Эта штука черная, как крыша, да, пагода, крыша. Мгм. Возможно, имеет отношение к китайским генам, китайскому роду. Она отпала, и Алуа встает, и цепи сами собой, смотрю, как эти звенья металлические разваливаются. Так. А как меняется ситуация с тем воровством? Сейчас одну секундочку, потому что я вдруг увидела сразу этого, я слышу адвоката и вижу, адвокат выступает на стороне не Алуа, а ее программ, потому что это Мгм. система, система демонической власти, и он защищает ее, не ее интересы божественного рода, а ее интересы ее программ. И здесь Мгм. я вижу, как к этому адвокату, который по отношению к Алуа в секторе магии, а, этот Тамерлан как бы напоил его из этой золотой посудины. И Мгм. он так вот в рот попала ему информация, и он достает этот черный
сверточек. И этот сверточек, так как стенограмма, вдруг развернулся таким длинным, такой полосочкой, и там тык-тык-тык, как Морзе, да, и Мгм. звучит «Тамерлан невиновен». И оно по Мгм. всему пространству таким идет. Тамерлан невиновен, как будто бы на площади кто-то кричит. И я слышу, Душанбе освободился, и такое, как взрывы такие радостные, как будто бы эти фейерверки какие-то, Мгм. и вот эта черная энергия из Душанбе, короче, и оно вот так вот такие вот вспышки, и Мгм. искорки оттуда выходят, а я вижу, что это души. Души, я слышу, дочери Тамерлана. Мгм. И они идут Так. одна за другой, как бы держатся друг за друга. И они считываются как родственные души Тамерлана, его божественный род. Мгм. Так. Посмотри, как у меня ситуация с кармой. То, что Алла по Э, суду должна была отдать Вивиану. Как поменялось сейчас? Судья стукнул вот так по этому по столу этой указкой. Указка сломалась. Остался только молоток. Считывается вердикт. И с молотка такая черная, как шар, отвалился. И он сказал, Алуа выиграла суд по распределению ролей в семейной иерархии. Она больше не мать преступника. И тоже так провозглашает. И по всем этажам этого здания таким эхом расходится в каждую комнату. В каждую комнату заходит этот голос, и я вижу, как считывается, переписывается история правды. И там сидят такие клерки, которые быстро переписывают и дают такую бумагу Алуа, а Алуа стоит, а они кланяются перед ней и говорят, ты победила. И так шух, секторы интерферентов исчезают. Мгм. Алуа Хорошо. выходит как бы из яйца с такого. И я вижу вот это, знаешь, дух, он выглядит как меч или как знак Теслы. Мгм. Вот эта внутренняя сила, вот это ядро, ядро внутреннего целителя, это то зерно, в котором прописана вот эта ДНК, в котором прописана счастливая судьба для нее и всего Мгм. ее рода. Так. И звучит вот так. Алоа говорит, я перепрограммировала мой род навсегда. И я вижу, она выхватывает этот контракт Мгм. и вытаскивает у себя изо рта такую черную сковороду. И эта сковорода как стукнет этого Вивьена по голове. Мгм. Он из Так. рода, ну, как бы Душанбе, который, ну, не знаю, оно так идет, не знаю, как это сказать. Не хочу выходить из этого состояния, Так. Это с его чтобы родом была вспомнить. вражда. Да, да, да. Это он как Ну, бы, тут изменилось, да, меняется эта завязан был ситуация. с ней этими узами предательства, этими Мгм. Что сейчас материнскими. с этими узами предательства, с этой враждой родов? Как меняется сейчас ситуация? Ну вот я рассказываю, как эта сковорода, это магия создания несчастливой судьбы, Мгм. она как бы возвращается все обратно. И я вижу, как Мгм. эта магия, оно считывается родоустройство, возвращается вот к нему. И он написал такую, как сияющую бумажку, и пишет, и говорит, отдает Алуа, и говорит, ты победила.
А сейчас Алуа как раз может передать ему, чтобы они сейчас решили самым лучшим образом свои споры. И пусть она Мгм. отменит то решение, когда она дала ему согласие подключиться к этому воровскому союзу. Она говорит, что ее привели к нему вот эти родовые программы и показывает опять как будто бы раскулачивание. И еще раньше вот эти походы Тамерлана. И вот этот какой-то несправедливый поход на Душанбе или что-то там Мгм. было такое, связано с Советом Матери. И я передаю Алуа, что она не обязана носить травмы и программы и карму других людей в ее роду. Ее деды, прадеды, матери, праматери, дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки, пусть все станут на свои места, а она, ну, как вот это шло, дочь, да, и сейчас она Мгм. имеет полное право освободиться от проклятий рода и, я слышу, започаткувати, то есть это как бы начать сначала новый божественный род. И вот так из сектора интерферентов, как так, как фейерверк, такие звездочки. И вот так встали. А я смотрю, а это считываются предки родов. И Душанбе. Такое впечатление, что Душанбе – это как имя еще, кроме этого всего. Мгм. Вот. И рода Тамерлана, потому что они переплетены. Мгм. А Алуа очищается, и я вижу, она а, э, смеется, но это смех, вот эта программа, как лаять, как собака Мгм. лает. Оно и эти как ледяные головы с такими звуками отваливаются от нее, и она смотрит, а она вся как будто бы в золотом сосуде с такими замотанная вот такая. И я вижу, как эта цепь золотая просто раскручивается, разматывается. Она Мгм. освобождается и взлетает, вот крылья. И вижу вот этот тоже момент, намочить пальцы, чтобы деньги считать. Мгм. И она говорит, дает этот контракт Вивьену и говорит, что отдает ему обратно, э, говорит, а, власть над собой. Сейчас я говорю, посмотрю, что это означает. Мгм. Мгм. Она показывает, что у этого духа, который уже не черный магический, а просто серый, Мгм. у него в сердце, я слышу, дух Тамерлана, вот это как камешек золотой. Мгм. А Алуа показывает, что такой серый камень – это фокус безнадеги, находится в секторе интерферентов, и там еще такая полупрозрачная, как бы Алуа стоит на коленях, вот в позе собачки. И у нее на Мгм. шее такой камень, который тянет ее вниз, ну, как утопленников, да. Мгм. Это Что это за дух камень? безнадеги, Мгм. страх за жизнь. И я вижу, слышу колонизация Востока, и вижу, я слышу, почему-то идут петербургские войны, именно Мгм. петербургские войны, и вижу на восток идет такая, как какая-то стрела именно с Петербурга, а там какой-то кружок, я слышу кружок в Петербурге, кружок, и вижу такие, это как в царской России были, стоят люди, считываются Мгм. масоны высшего градуса,
посвящения, а, какие-то изумрудные герцоги какого-то ордена и имеют отношение к западной цивилизации. Звучит бельгийский и французский орден. Так. И как они связаны с Алоа? Ам, Я слышу, что Алуа представительница рода Тамерлана, а по факту Мгм. представительница родов, многих родов. а, а, э, Весь Восток, там я вижу несколько стран, которые Мгм. вот поделены. Там Казахстан, но оно звучит, ну там в этой эрии, и также там возле Черного моря, сразу возле Черного моря, там, где эти горы, там, где сейчас как бы юг России, а, там я вижу посредине такой стоит золотой дворец, и считывается, что это сила дворец Тамерлана. Мгм. Так, а этот А, камень на шее, как он Оно влияет на Алоа? считывается разрешение этот камень, разрешение взять чужое. То Так, есть я а вижу, что что именно взять? да, что это взаимосвязаны, это уже пошли какие-то серьезные между родами. Мгм. Вот, сейчас я Что спрошу, именно что это взять? за кружок этот. Они стоят в кружке. Мгм. Приказываем отвечать, кто они такие. Они говорят, что они слуги дьявола. И такой гипноз. Они как будто бы в белом, но внутри такое, как черное течет. Считывается как кружок захвата мира. Этот дух Мгм. магический, демонический внутри их. Они считываются как заклинатели духов. И я вижу, как они играют как будто бы в карты и говорят, что они разыгрывают карту мира. Они считывается, что они помогают этому Люциферу выполнять эти программы, негативные программы родов. Они, я Мгм. вижу, делают спиритические сеансы, вот это вызывают духа преисподней, и они с этим духом мрака, с этим, который вышел в начале сеанса, они разговаривают, и они узнают о планах Люцифера на захват, я слышу, человеческой мысли. И говорят, что Тамерлан им помеха, и Мгм. показывают на Алуа, которая находится как бы в чреслах Тамерлана. И они как бы провидцы и говорят, что она убьет, Во. говорят, духа насильника. Этот дух рассказывает о будущих событиях. И они говорят, вот эти программы взаимодействуют с этими духами и с этими людьми, и они выстраивают, я слышу по-украински, полонення, то есть пленение восточных народов, потому что в этих народов сильный дух самобытности.
Мгм. Так, а как этот камень на шее влияет на Алоа? Она берет, показывает этот камень, а он открывается, как часы карманные. Вот так открылись и вот здесь затикали. И там такая стрелочка в этих часиках, как, которая показывает направление сторон света. И она вот так закрутилась и показывает вот так, как на число 5. И там такое красное. И слышу освобождение Востока Мгм. от рабства Путина. Так, что означает цифра 5? Сейчас я посмотрю. Это не сама цифра 5, я цифры не вижу, это направление. Там, где Мгм. цифра 5, такой красный, как уголь. Считывается, восток горит, Мгм. а Алуа как будто бы... Сейчас я спрошу, какое отношение Алуа. Потому что она К стоит освобождению и как Востока. будто бы зажгла это пламя Мгм. восточного освобождения. Мгм. Так, как Алоа связана Она с этим считывается, что она освобождением? подняла восстание против Иго и иллюминати, вызывателей духов. Так. Криминальной, это криминальная, считывается подспудная всего криминального мира, вот этой мафии э, воровской, которая засела и в Кремле, потому что эти коммунисты, на самом деле, их нужно ворами называть. Это вот воровской Мгм. общак. И вот эти все идеи общественности, да, то есть это коммунистическая коммуна, то есть все общее, вот эти идеи общака воровского, они просто а, приукрасили красивыми словами. Вот. Так, а когда Алоа это восстание подняла, это что происходило на физическом плане в этот Это момент? сейчас происходит. Вот я вижу, она показывает, говорит, прямо сейчас, говорит, с тобой, говорит, мы с тобой разрешаем, мы с Так, тобой, что говорит, разрешено? разрешаем ам, Виктории, говорит, взять пламя Востока под контроль, Мгм. освободить, говорит, восточные рода Тамерлана, Так, тогда. говорит, от преисподней, и показывает на этого духа, говорит, от духа безвыходности. То есть это то, что удерживает сейчас восточные народы и все народы, порабощенные этой кремлевской мафией. То есть они боятся освобождаться, хотя сейчас самое то время пришло. Так. Мгм. Что ты хочешь сейчас сделать? И Я хочешь ли ты что-то разрешаю, сделать? Да. я передаю информацию всем восточным народам. Вот оно что. Это блок повиновения. Я вспомнила, когда я училась в Ворошиловградском университете, то там была группа из Узбекистана. И мы пришли к девочкам и мальчикам в гости. Ну, какой-то праздник был, и они наготовили плов, и эти девочки нам, ну, они нас называли русские, да, они нам Мгм. поклонились. И я спросила, почему они это сделали. И у них было такое благоговение, такой страх, какой-то, это было ненормально перед русскими. Мгм.
Вот, и я сказала, я не русская, я украинка, не делай этого. Вот я вижу буквально, как я это стою, и я ей сейчас, этой девочке, говорю, и всем в этом собрании, кто там был, что они все свободны, и они все равны. Все души сотворены одним первоисточником, Творцом. А эти навязанные программы второго сорта, это ложь, и пусть отдадут карму за эту дикую ложь. Второй Мгм. сорт – это имеет тот человек, клеймо второго сорта, кто навязывает эти ярлыки на других людей. Вот это они на самом деле второсортные, потому что позволяют себе убить свою душу своим пренебрежением конов Вселенной. И таким образом Мгм. завязывают эти кармические узлы. Мгм. И что А сейчас? эта девочка говорит, ты одна из нас. Мгм. О, и я вижу, ну, конечно же, кровь каждого человека рассказывает о его всей истории. Вот я вижу, мой троюродный брат делал тест, а мы ж такие украинцы, да? Мгм. А у нас еврейская кровь, славянские гены, казахи, турки, кого там только нету. Немцы, потому что мы родом из Нижней Саксонии, наш родовод. То есть, и так кто мы? Мы человеки, мы души, рожденные Мгм. общим первотворцом, который сотворил все души, одинаково достойны. Так. Как сейчас выглядит ситуация с освобождением Востока? Я передаю им информацию, чтобы они освобождались, чтобы выбрали самый лучший путь без жертв, чтобы они просто сейчас встали с колен и просто стали теми, кем они есть на самом деле, божественными потомками Всевышнего. Мгм. И я вижу Алуа, Мгм. вот Которое эта будет программа, в поколение. которой она была, как Мгм. собачка. Вот собачка, вот пришло, да, собака, да, как сторожевой пес. То есть сам сидит в будке и сторожит хозяина. Это тот принцип, по которому кремлевская власть и вообще любая мафиозная власть работает. То есть новые покоренные народы используют для того, чтобы дальше идти и покорять других, держа всех в страхе. Это как в Украине сделали, да? Разделили якобы референдумом, а это же ложь была, подстава, да, на восточную, на эти, придумывали ДНРы, ЛРНы, и сейчас эти воюют против своих же родственников. Вот, Мгм. я передаю эту информацию, чтобы пламя революции сожгло виновных, да, то есть тех, кто завязал вот эти, и приказываю этим колдунам, этим люциферианским слугам, этому кольцу, этот Мгм. кружок. Мгм. Сейчас идет как дьявольское кольцо вызывателей духов. Им забирать всю карму. Также они считываются как сочинители истории. И Мгм. получить карму за сочиненные исторические сказки для того, чтобы Да. поддерживать их план порабощения народов. Пусть получают карму, вся эта масонская система. Каждый, кто вызывает духов, кто гадает, ворожит, это, как в Библии написано, пусть получит карму по заслугам. Потому что Ну, жизнь должна развиваться по своим естественным законам, а не по вмешательству извне. мгм. Посмотри, что сейчас с этим камнем на шее, как изменилась Алло, ситуация. вот как раз в этот момент она как стукнет, она стукнула в суде,
такой красной палочкой по столу и сказала: «Баста!» Говорит: «Хватит меня игнорировать». И говорит: Мгм. «Я и мой народ свободны». И я вижу, как все восточные страны м, начали бушевать, знаешь, как демонстрация. Мгм. Весь народ восстал. Она говорит: «Я и мой народ свободны». Говорит: «Мы дети Тамерлана». Мгм. Также пусть Аллах, если хочет, прикажет этому духу отдать частички души Тамерлана, которые были у него в сердце, вернет энергию в Я свой вижу, род. как этот кувшин, давай посмотрим, что же это за кувшин такой. Он Мгм. разделился на множество, на миллионы маленьких кувшинчиков и заменяет. Оно считывается как это... ам, а, как же это идет по-украински «середовище души», а считывается это как, знаешь, как фасция удерживает мышцу, да, Мгм. обволакивает мышцу и своим тонусом держит мышцу. Мгм. Вот. Точно так же я Они- вижу, что вот этот кувшин золотой, это как будто бы такая фасция, которая выстилает пространство, где находится код души человека. Считывается эта золотая штука как способность различать, эм, находить жизненные силы. Это связь с первоисточником, это способность удерживать ядро души. И я передаю Алуа, чтобы она восстановила этого удержателя ее баланса, ее божественного кода души и передала Мгм. информацию по всем ее родам. И я вижу, как ногами она стоит вот именно там, где считывается палац, там, где Женя живет, в Краснодарском крае. Это считывается дворец Тамерлана. Она ногами стоит, а от нее, от сердца идут такие миллионы ниточек с этими же такими емкостями для сохранения души, для способности различать энергии и удерживать, беречь свое божественное начало. Мгм. И куда эти ниточки двигаются? Они идут к Мгм. потомкам Тамерлана. И считывается это все как очищение рода Тамерлана. И идут энергии, да, что Тамерлан очень нежно к ней относится, называет ее дочерью, говорит: спасший мой род, наш род от преисподней. Мгм. Она сказала: я жива. И все в роду сказали: мы живы. И вижу, как у нее, как древо жизни. Ага. И вижу, как сейчас, как будто бы руки были у нее с Вивьеном связаны, как в Мгм. петлю. Они вот так раз развязались. Она ему говорит: уходи с миром, верни мое. И Мгм. возвращает этот ковш и выбрасывает этот камень из ковша. И я Мгм. вижу этот контракт вот на уровне колен, он рассыпается, и она встает, как женщина в старинной одежде с этого, где она сидела вот там в позе собачки с этими Мгм. цепями. Она встает уже как женщина, и этих программ у нее нет. И она такая вся живая, и говорит вот так: благодарю Вика, а я ей говорю, видит ли она эти черные а, какие-то камешки у нее перед глазами вот здесь.
это импланты, повиновение безобразию. То есть это неспособность видеть все варианты развития своей счастливой судьбы и выбирать свободу и счастье. Кто хозяин этой энергии? Приказываем Опять проявиться. появляется этот черный магический спрут, который считывается как краб. Вот, и у него какая-то такая подключка от этих имплантов. Находится этот краб в секторе интерферентов, но еще подключка тянется в сектор магии. Кто находится в секторе магии? Приказываю проявиться. Вижу, что там женщина, которая как будто бы толчет маг или что-то в ступе. Так, приказываю ей отвечать, кто она такая. Считывается связь с демонической преисподней. Сейчас я спрошу, кто это она. Мгм. Вот вижу, что она там толчет, а потом руки вот так, как шаманка, и в руках такие какие-то, как будто бы такие, считывается лопасть. Ну, как этот, как его, как будто бы раскрылся веер такой. А когда она Мгм. стучала по этой палочкой по столу, Мгм. этому судье, то оно тоже, эта палочка считалась как веер, только сложенный. А сейчас это в руках как будто бы два веера. И от Мгм. этих вееров идет подключка ниже. Это она говорит, это я сама. То есть алло. И Мгм. идет Кто подключка там? еще ниже. Сейчас я спрошу, что это у нее на руках. Мгм. А она говорит, а, целитель, цельнозор. Мгм. Так, и для чего ей эти веера? Сейчас от этих вееров идет подключка такого серого цвета. И вижу там такое пространство. И считывается, что усыпленная заживо, и вижу, что какая-то часть ее как бы заморожена, как спит. Мгм. Считывается действие магии Кремля. Так, спроси меня, зачем ей эти веера? Она говорит, чтобы раздмухивать пламя своей кривой судьбы, усиливать программой несчастий. Мгм. А когда эти веера, эта подключка появилась в пространстве Аллах? Что произошло в тот момент на физическом плане? Она говорит, что тогда, когда она замазалась, и показывает, что как будто бы она на лицо, на свое болото, такое на черную энергию, говорит, когда я замазалась цельнозоровскими духами, она говорит, что она вызывала духов власти Кремля и показывает этого духа несчастий. Мгм. Это в этот же событие, когда она усыпленная заживо? Вот после этого, да, ее душа как бы заморозилась в этом состоянии и стала крючком и зацепкой для, я слышу, для магической структуры мышления на разных уровнях. Люцифера на том уровне, а на этом уровне, на физическом уровне это власти, суд, чтобы Мгм. они работали по программ. Поэтому к нам же люди обращаются после этих сеансов с цельнозором, вот, вызыванием духов, какие жуткие вещи в их жизни происходят. Мгм. Видит ли сейчас Аллах, где она усыпленная заживо, как она подключилась?
этому всему, как это у нее Да, все она набирает. вдруг вижу, у нее какие-то шары вырастают в глазах. Я ее... О, такие же шары, как у Моны, я обнаружила, когда ее перепрограммировал Илья. И я спрашиваю, что это за белые шары, а она говорит, гипноз власти Кремля. Это кремлевская секта, чтобы народы усыпить их бдительность и их способность к освобождению своей души, чтобы усыпить. Вот это специально психотехнологии. Так, видит ли сейчас это все Алла? Все эти психотехнологии, как они все это, для чего Она они, видит и как она снимает вот эти используется. шарики с своих Мгм. глаз, Ну, и пусть она. они тянутся. Сейчас, одну секундочку. Они потянулись, и там в секторе магии считывается какой-то клышеногий, как медведь, ноги такие, огромный медведь. Я слышу, это символ судьба, это программа. О, я вспомнила, когда я впервые сделала ритуальчик на привлечение суженого по совету сестры, положила спичечки, то сразу же увидела медведя. Вот. И я вижу, что этот символ России, медведь, это все отсюда же. То есть это проклятие, которое лежит на России, да, то есть идти не своим естественным путем развития, а быть под колпаком этих негативных программ и жить по кодам Люцифера, идти по пути уничтожения себя и народов вокруг. Мгм. Видит ли это сейчас тела, что это Да, такое, она как они видит. его чувствуют? И она может проявить все это чужеродное в своем пространстве, в своем теле, все это проявить и убрать, полностью очиститься от этого всего и исцелить себя, свое пространство, все свои тела. Я вижу, как она говорит, вот рукой так пух, такая огромная, на стол стукнула, а там Илья сидит, и Мона там же лежит, как рыба. Вот. Мгм. И она стукнула, как домино. И я вижу, что она говорит, забери, говорит, твою власть надо мной себе. И я вижу, как она такие черные, как паутина, ну такие они какие-то поломанные, геометрические, снимает с себя, считывается это как прослушка судьбы. Вот этот медведь – это как квантовый такой, скажем так, образно говоря, компьютер, который считывает эти негативные программы родовые, установки, вот Мгм. для того, чтобы формировать вот эти действия, ну, события негативные. Мгм. Так. То есть Алла полностью все очищает, исцеляет, восстанавливает в соответствии с ее эталонным эфирным ДНК. Все чужеродное отдает хозяевам этого чужеродного, пусть они это все применяют именно к себе. А также, если Аллах хочет, то она может передать информацию об этих всех психотехнологиях, гипнозе всему ее роду, всем ее народам. Я вижу, как она отдает вот это домино, ну, буквально как домино такое, прямо вот Мгм. Илье в лоб впечатала, говорит, что отказывается вызывать духов преисподней. И вижу, как она с этого кокона черного выпутывается и одевает этот кокон на Илью. Вот так. Мгм. Я передаю, что он вторгся в ее пространство как колдун без ее разрешения. Она не разрешала ему вторгаться, ей врать о каких-то якобы помощниках, потому что самый главный помощник внутри человека, это ей, который встроен при сотворении души, это внутренний целитель, целитель, ядро божественного сознания, это самый лучший помощник. Вот. А внешние помощники на самом деле это катализаторы, так и считываются катализаторы несчастий.
Это Мгм. из люциферианской матрицы. Так. Убрала ли Алла полностью эти веера в свое пространство? Посмотрим. Она смотрит на свои руки, и я вижу, что в этих руках а, из сердца вот так прорастают такие, как жилочки, и такие сияющие глаза. Это считывается сейчас разумение себя, своих привычек, считывание самого себя. Мгм. И так произошел какой-то как взрыв, толчок такой, да, и это все черное отвалилось. И Алуа поднимается вверх, ну, буквально как стрела, так и считывается. То есть очень быстро и считывается, стало перед лице своего внутреннего судьи. Так. То, что где сектор первоисточника, считывается, что стало перед лице своего внутреннего судьи, Так. А для чего? иерарха рода. Так. Сейчас, одну секундочку. И он считывается как иерарх рода. А, Так, сейчас я спрошу ее, что она делает. Мгм. А она стоит, а на этом иерархе рода как будто бы такое пятно серое. Как будто бы кто-то ляпнул, и оно расползлось вниз. Сейчас я посмотрю, что это. Она говорит, что это капсула времени, замороженное состояние рода в гневе. Мгм. Я ей Так. передаю, что это ее род, это ее иерарх. А где он Мгм. внутри нее находится? Это божественный код души. То есть, когда мы ищем Бога во внешнем пространстве, выдумываем истории про каких-то ангелов и все такое, а все на самом деле у нас внутри вот этот иерарх бытия, он считывается. Вот, потому что вся система, она голографическая вселенная. То есть малое в большом и большое в малом. Когда мы больше себя что-то ищем во внешнем пространстве, то мы находим Люцифера. А когда ищем, смотрим внутрь себя, то находим свое истинное ядро своего собственного бытия, своего иерарха бытия, то божественное начало. Так. Что с этим пятном? Кто хозяин этого серого пятна? Она его перемещает в сектор интерферентов и говорит дух колдовства. И идет связка в сектор магии. И я вижу там как будто зеркало. И вот это, знаешь, метафора, как это злая царевна, которая смотрится в зеркало. Я слышу, что это эго, родовые программы насилия. Мгм. Так. Видит ли это Алла? Она говорит, да, я вижу. Говорит, мой род должен зайти в дверь, и она вот когда сняла вот эту программу, то Мгм. отворились как будто бы двери, как в животе у этого, ну, как Иерарх? сияния, которое считывается как иерарх. Мгм. А, Что это за двери?
оно считывается живое пространство жизни, оно как в живот, как будто бы Мгм. заходит. Возвращение к жизни, к иерархии бытия. Мгм. Так. Ну, То а есть я вижу, если да. хочет, она может очистить, убрать это серое пятно, эту капсулу времени со своего рода, с иерархом, как Она представитель кричит: рода. больше нет Душанбе. То есть вот этой Мгм. программы, связанной с Душанбе, с насилием Мгм. по Мгм. отношению к Душанбе, нет. Я передаю, что это всего лишь история. И она встает вот там, где она лежала, как замороженная, встает и себя отряхивает этот мороз и говорит: я больше не спящая красавица. Я вижу, что Мгм. эта сказка на самом деле о спящей красавице говорит о том, что когда человек э, э, как бы проявляет правильные посылы по отношению к себе, любовь к себе, которая включает спасение в первую очередь своей божественной души, то вот тогда он просыпается от сна смерти. Это не Так. кто-то должен прийти и поцеловать. М, Это навязанная фальшь, я слышу, фальшивая интерпретация, которая поддерживает магическое мышление, что кто-то должен решить мои проблемы. Это каждый человек должен взять смелость на себя, быть счастливым, жить своей собственной жизнью, идти своим собственным путем. Мгм. Посмотри, как изменилась ситуация с этим серым пятном на иерархии рода. А оно растаяло и ушло, и как ковшом вот так забрало за собой, я слышу проклятие народов Востока. И народы Востока объединяются и радуются. Они перестают воевать, потому что у них, у каждого народа есть только один враг. Это вот эти эгоистичные программы, которые связывают человека с демоническими началами и портят всю Мгм. жизнь. А мы Так. провозглашаем силу, волю и право руководить нашим человеческим обществом, иерархов жизни, иерархия жизни, гармонии и процветания имеет только она право существовать в нашем быту, в нашем человеческом сознании, в общем сознании планеты Земля, в ноосфере, а все чужеродное, все, что программирует человеческие общества вне нашего сознания, мы отключаем, мы запрещаем этому влиять. Это зло, одним словом, и оно не имеет права на существование. Провозглашаем мир, я слышу, для Душанбе и для всех народов Востока. Слышу Мгм. Тбилиси, Улан-Батор. Так, по-моему, да? Почему-то так идет. Мгм. Кавказ. Украина. Я вижу, что Украина имеет связь с Востоком больше, чем с севером. Это считывается как одна нация. Мгм. Так. Ну, не Хорошо. нация, а как какой-то, сейчас я скажу, а я слышу один как вид самобытности, бытия, свобода. Мы же говорим восточные гордые народы. Украинцы очень сильно уважают восточные народы. Мы всегда их считаем и как бы почитаем их дух свободы. Мгм. Воля, свобода
Это символ трезуба, это там и читается воля, вот. И вот это духовные истинные братья. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого Да. всего. Вернись к Аллаху. Мгм. Посмотри, ушла ли у нее подключка к спруту, там, крабу. Его больше нет. Мгм. Она говорит, я и мой род свободны. Хорошо. Ты также видела Всевышний контракт. Он сейчас есть в пространстве Аллаха? Я его не вижу. Хорошо. Также Аллах хотела выпустить птичку, реактор судьбы, как Да, сейчас. она встала на место, потому что она исправила искажение. Вот это, как этот черпак, да, вот эта тарелочка, не Мгм. тарелочка, а как это, золотое, это как Мгм. емкость, куда можно набрать что-то. Вот, то есть Мгм. она исправила вот этот казуальный аспект, он считывается, да, то есть вот эту матрицу содержания души, и душа Мгм. встала на место, потому что это как магнит. То есть решение быть свободным, вот эта воля к свободе, да, очищение от родовых контрактов, от собственных контрактов, это и есть вот та емкость, которая позволяет вернуться своей душе и встать на естественное свое место, то есть не просто душе, а ядру души, которая идет уже по пути жизни, встала на свой альфа-путь, который ведет к жизни. Мгм. Хорошо. Посмотри, ушла ли ситуация там, где Аллах сидит, ждет в тюремной камере приговора судьбы. Я вижу, она встала, а как будто бы сидела на таком листочке сияющем. И она вот так сюда прибила и говорит, я больше не осужденная, я свободная. Говорит, я отказалась быть частью преступного мира. Говорит, мой Мгм. контракт расторгнут. Так, хорошо. То, что справа был у нее бублик-перемычка, все это ушло, все пространство, посмотри. Там, где магический воровской общак, была в секторе магия, подключка. Ушло ли это все? Ну, я его не вижу. И я Мгм. передаю, чтобы Алуа вытолкнула все эти программы из себя и наполнилась Так. своим внутренним светом, зашла в то Мгм. пространство, когда она, живая божественная душа, способна различать добро и зло и выбирать всегда для себя те варианты судьбы, которые уже находятся просто в неактивном состоянии, и активировать все самое лучшее для себя. И вот я вижу, Мгм. как этот судья в этом парике стукнул. Ну, я не знаю, по-моему, в париках сейчас не ходят, но я вижу его в парике и в черной мантии. Стукнул и говорит, Алуа свободна от своего мужа. Мгм. И говорит, Алуа пришла домой. Мгм. Говорит Так. к родоначальнику рода, к естественному состоянию самобытности. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого всего. О, и уходит и говорит, мы больше не властны над нею. Мгм. Хорошо. И эта тюремная клетка растворилась и ушла. Мгм. А энергосфера Алуа получается вот так, как будто бы ее кто-то вот взял и зачерпнул с этого серого пространства безобразия, и она очутилась, вот этот черпак. Поняла?
Ну, Мгм. это как мисочка такая. И Мгм. она очутилась в таком сияющем, светлом пространстве. И вижу ее таким ребеночком, который как в цветочке, в таких розовых каких-то, как будто бы в кружевах, такой малюсенький ребеночек. Считывается, родилась заживо, живой, в настоящем времени, Мгм. по-новому, для новой жизни, для новых свершений. Мгм. Считывается, переобулась, а перед этим я просто еще не успела сказать, что когда она этот контракт расторгла, она сняла с ног такие черные, как калоши. Сняла. И считывается сейчас, что она переобулась в свет, и она смотрит на ноги, а ноги все сияют. Мгм. И она вся сияет, и она вот растет, и такая сияющая вся, интересно как, радуется, лицо молодое, красивое, вот, волосы М. развиваются. Хорошо. А вот, еще при пробуждении Аллоа видела искорки. Ну, это мы видели, ну, в общем-то, да, что это род. Также она видела ангелов, которые давали ей ключ, но она от него отказалась. Что это за ситуация там? Что происходило на самом деле в А, эфирном пространстве? ну, вот этот ангел, я слышу из сектора интерферентов, говорят, мы подсовывали ей ключ познания зла, но она отказалась. Я Мгм. вижу, что это из сектора интерферентов, и вот этот ангел, которого они ей показывали, это ширма считывается, экран заблуждения. Мгм. Хорошо. А также Аллоа еще снился конвейер с ее телами. Что это такое? Разрозненность сознания, то есть это потеря связи с разными частями себя, это то, что я видела ее тоже, что эфирное тело одно отсоединено от другого, а этот Мгм. конвейер с телами, это замороженное время, это она как бы визуализировала, увидела свои эти ситуации замороженные, да, которые требовали ее решения, разрешения это все пространства исцелить. Потому что в каждой капсуле времени, где был подписан какой-то контракт, эта частица тела эфирного как бы теряется, частица души, частица искры божественной, вот этого ядра тоже теряется. И таким образом ее сон подсказал, вот ее внутренний целитель о том, что именно нужно исправить в ее сознании, чтобы вернуться к целостности. И она говорит, Мгм. сейчас я одна. Мгм. Хорошо. Посмотри, как она сейчас выглядит. Считывается, она есть ангел власти над собой. То есть ангелов, которые нам приходят и что-то делают, на самом деле не существует, потому что это даже противоречит конам Вселенной. Сам человек выбирает свою судьбу своими действиями, своими решениями, и никто не имеет права по конам Вселенной прийти и его вытаскивать, кроме его самого, кроме его собственной души, кроме этого ее ангела внутреннего, который ее хранит. Это целитель наш внутренний, это есть тот ангел-хранитель, только нужно понимать, как с ним сотрудничать. То есть, если Мгм. он дает какие-то сигналы, что-то исправить, то нужно это делать, а не искать для себя отговорки. Так, хорошо. Спроси у Аллаха, все ли мы сегодня для нее сделали? Да, Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх, да. наполняемся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия, достатка, здоровья, молодости, красоты. Мгм. Прощаемся с Аллахом, Да. отсоединись от всех, от всего.
Мгм. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Да, все чисто. Поднимись еще выше. Да, я тоже очищаю. Все, подожди сейчас. Алуа, и вокруг тебя все отсоединяемся от всех и всего. Остается только каждый в своем личном пространстве. Мгм. О, я слышу, смотрю на вас, слышу. Динамика рода исцелена. Мгм. Хорошо. Так. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.